Дорогие друзья, с 9 октября по 4 февраля 2025 года Юпитер у нас разворачивается в ретроградное движение. И в этом видео мы с вами будем говорить, а что же обещает нам такой транзит в целом на протяжении вот этих месяцев, какие проверки он будет устраивать каждому из нас, и также какие вот нерешенные задачи будет поднимать в жизни каждого из нас. То есть мы обсудим с вами прогноз для каждого знака зодиака, поэтому не переживайте. А это канал Astro Guide, твой проводник в мир астрологии простым и современным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Начинаем. Ретроградность Юпитера будет происходить в знаке зодиака Тельца и будет длиться у нас с 9 октября 2024 года по 4 февраля 2025 года. Юпитер в астрологии — это на самом деле добрая планета. Планета мудрости, оптимизма, изобилия, широкого мировоззрения. И в жизни человека влияние Юпитера в первую очередь проявляется как возможность видеть более широкий контекст происходящего. И видеть не просто какие-то трудности, но и возможности для роста и развития вот абсолютно в любых ситуациях. То есть Юпитер наделяет у нас человека верой во все то, что происходит вокруг, да, и происходит оно однозначно к лучшему, да, и то, что вот любые препятствия на пути — это всего лишь этапы, ведущие к чему-то большему. Но как на нас влияет все-таки ретроградный Юпитер? То есть сама по себе ретроградность планет — это, по сути, вот такое приглашение, чтобы немножко замедлиться, обратиться внутрь себя, да, подвергнуть сомнению какие-нибудь там привычные действия, методы, принципы в нашей жизни, наше мышление, поведение, восприятие тех либо иных вещей. То есть это приглашение, чтобы вот перестать жить на каком-то там автопилоте и все-таки проводить больше времени в каких-то размышлениях, в созерцании, учиться делать выбор более сознательно, а не автоматически, да, и также как бы перераспределять свои силы, реструктуризировать какие-то свои подходы. И это такой вот определенный период для лучшего понимания какого-то участка того либо иного знака зодиака, по которому вот, собственно, происходит вот эта ретроградность планет. И на этот опыт можно с помощью вот собственной ретроградности посмотреть как бы с другого ракурса. То есть это возможность, по сути, снова прожить вот этот опыт, потому что планета, она как бы снова возвращает на тот же самый участок, да, чтобы посмотреть на него с другой стороны. И могут происходить какие-то вот новые ситуации, которые, по сути, просто лучше помогают понять этот опыт. И вот даже там ситуация, обстоятельства, они могут возникать, вроде как новые, да, но цели у них, по сути-то, одни: помочь освоить вот этот старый материал более полноценно и более глубоко. И вот, по сути, каждая ретроградная планета, она оказывает свое, прям уникальное воздействие именно на внутренний мир человека. То есть она обращает внутрь себя. И Юпитер, который вообще у нас транслирует принцип познания, он действует так, что он как бы наполняет любое событие новым осмыслением, какими-то философскими идеями, какими-то вот глубокими концепциями. То есть он помогает объяснить, а почему это случилось. Он помогает человеку видеть, что каждая ситуация имеет какие-то свои собственные правила, свои собственные законы, которые надо, по сути-то, понять, принять и осознать. И вот, соответственно, когда человек обладает вот этим знанием, то есть он испытывает меньше тревоги, ему проще проходить через какие-то там испытания, так как он понимает, а что же вокруг него происходит, и самое главное, почему. И именно Юпитер способствует развитию у человека вот этого здорового, позитивного взгляда на жизнь, да, и на вот все процессы, которые происходят вокруг. То есть вот все происходящее имеет свой смысл и свое предназначение. И вот, собственно, ретроградный Юпитер еще сильнее заставляет нас как бы окунуться вот в эти знания, заставляет нас анализировать свой предыдущий опыт, в котором мы, по сути-то, не до конца разобрались, не увидели каких-то позитивных и благоприятных перспектив, да, и вот не использовали до конца потенциал вот той ситуации, которая, по сути, может привести к каким-то даже большим успехам и масштабам. И во время ретроградного движения Юпитера как бы в жизни могут тоже возвращаться какие-то люди или ситуации из прошлого, да, и в каком-то смысле они будут нести для нас
роль учителей, поскольку Юпитер, он все-таки символизирует какие-то вот знания, мудрость, наставничество, да, и вот эти люди, они помогут расширить наше восприятие ситуации и предоставить более глубокое такое понимание происходивших событий, дать ясность, почему они имели место в нашей, вашей жизни, да. И они помогут нам, конечно же, взглянуть на этот опыт с другой стороны, с иного ракурса. И учитывая, что все-таки ретроградный Юпитер у нас еще идет по знаку Тельца, а Телец у нас материалистичный знак зодиака, то такой, собственно, ретроградный Юпитер, конечно, поможет нам пересмотреть наши отношения именно с материальным миром, наше восприятие комфорта, безопасности. И этот период, он заставляет заглянуть внутрь себя и спросить: а что на самом деле приносит мне счастье? А что приносит мне стабильность? А что мне надо для этого сделать, если у меня этого до сих пор нет? А какие у меня есть ресурсы? А использую ли я эти ресурсы вообще по назначению? И это касается и материальных, и нематериальных ресурсов. И, собственно, под эту переоценку могут попасть разные сферы вашей жизни. У кого-то работа, у кого-то финансы, у кого-то там личная жизнь, отношения. И обязательно далее в этом видео мы с вами обсудим прогноз для каждого восходящего знака. Да? И по сути, это сигнал, чтобы навести порядок в своей жизни. Это время для самоанализа, определения каких-то истинных ценностей для себя, для разработки долгосрочных планов. То есть мы как будто немножко оглядываемся назад, оцениваем пройденный путь, успехи, неудачи, достижения, ошибки. И это время не для самобичевания, а скорее вот для понимания того, что сработало, а что нет. То есть это время, чтобы как бы подумать о своем будущем. И мы можем увидеть новые возможности, о которых раньше не задумывались, какие-то новые идеи, свежие там, цели, перспективы помогут нам выйти как бы за рамки привычного. И это время для того, чтобы отделить ненужное от важного, отказавшись от каких-то устаревших взглядов и сформировать, по сути, новую систему своих ценностей. То есть этот период, он благоприятен для того, чтобы избавиться от ненужного и сосредоточиться на том, что действительно для вас важно. И такой Юпитер однозначно усилит нашу тягу к стабильности, к безопасности. И ретроградный Юпитер напоминает, что истинное богатство — это не вещи, которые нас окружают, а наше внутреннее состояние в первую очередь, наши отношения, духовный рост. И это прекрасный момент, чтобы отказаться от какого-то ненужного хлама в своей жизни, расчистить свое пространство, отказаться от привычек, которые не приносят вам пользу, да? Отказаться от каких-то токсичных отношений, то есть отказаться от всего, что тянет нас и вас вниз, да, и сосредоточиться на том, что действительно ценно и по-настоящему важно. И что же у нас будет проверять ретроградный Юпитер этой осенью? Конечно же, он будет проверять все то, что происходило в вашей жизни с июля 2024 года до октября. То есть вот этот опыт, идеи, подходы, ну и в целом там деятельность, реализованная, нереализованная, особенно вот которая была в этот промежуток с июля по текущий момент, да, является ключевой с точки зрения движения вот этого ретроградного Юпитера. Потому что именно вот этот участок знака зодиака Телец, Юпитер у нас как бы проходит несколько раз в году. То есть он идет сначала у нас вперед, потом он возвращается в ретроградном движении назад, и потом уже окончательно вынесет свой вердикт и свое решение по этой области уже там как бы весной 2025 года, когда опять пойдет в директном положении. Поэтому ваш жизненный опыт, мысли и идеи вот с июля по октябрь этого года нужно будет просмотреть, проанализировать несколько раз, внести какие-то корректировки, чтобы, по сути, использовать новый шанс на вот те перемены, которые однозначно будут вести вас к лучшему. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему в одном месте вы чувствуете себя на вершине мира, а в другом все идет наперекосяк? А ответ на этот вопрос дает астрокартография. Астрокартография — это не просто тренд, а уникальный инструмент, который показывает, а где на нашей планете звезды благоволят тебе больше всего. Хочешь узнать, где тебя ждет настоящий прорыв в карьере? Или в каком городе ты встретишь свою любовь?
Мой мастер-класс по астрокартографии откроет тебе секреты, которые изменят твою жизнь. Ты узнаешь, как определенные географические точки могут разблокировать твой потенциал и дать новые возможности. Поэтому переезд или просто поездка в новый город, отпуск или путешествие могут стать судьбоносными, если знать, куда направиться. И если ты готов к приключению, приходи ко мне на мастер-класс и открой для себя тайны астрокартографии. Вся информация по ссылке в описании под видео. И давайте перейдем к прогнозу для всех восходящих знаков. Первые на очереди у нас Овны. И у вас ретроградный Юпитер будет находиться во втором доме гороскопа. А это, как мы с вами помним, дом материальных, нематериальных ресурсов, речи, семьи, наших пищевых привычек. Это время, когда, по сути, вам стоит взглянуть именно на свои финансовые возможности и пересмотреть значение и объем вот тех либо иных ресурсов, вещей в вашей жизни и как вы ими распоряжаетесь. То есть, возможно, вот некоторые привычки не приносят вам истинной радости или удовлетворения. То есть я имею в виду, что в вашей жизни, например, могут присутствовать какие-то там лишние траты, да, или просто вот вы не туда инвестируете сейчас свои деньги, и у вас вот откроются глаза. Вы что-то передумаете, пересмотрите. И также ретроградный Юпитер может поднять на поверхность вопросы, которые связаны с вашей семьей, с вашими родными. То есть на самом деле это очень хорошее время для анализа именно семейных отношений, для выяснения, а кто же вам близок по духу, а кто вам близок только по документам. Возможно, вам захочется вот вернуться к каким-то старым семейным традициям, либо проектам, которые когда-то были вот оставлены без внимания. И также обратите внимание особенно на свои пищевые привычки, на свой образ жизни. Может быть, вы вот в последнее время сильно набрали весе и сейчас будете возвращать свою былую форму. Или наоборот, решите ни в чем себе там не отказывать после какой-то затяжной диеты. Но в любом случае, как бы ретроградный Юпитер будет заставлять вас пересмотреть свое отношение к питанию, пересмотреть свое отношение к здоровью. И вот, например, вы решите отказаться от каких-то вредных привычек или попробовать какие-то новые подходы к питанию, которые, опять же, будут способствовать вашему хорошему самочувствию. И кроме того, ретроградный Юпитер, конечно же, призывает вас задумываться о своей внутренней ценности, о том, что для вас действительно важно. То есть это время для работы над своей самооценкой и пониманием того, какие же качества стоит в себе развивать. И вот, собственно, понимание своей истинной ценности поможет вам как бы лучше распоряжаться теми ресурсами, которые у вас уже есть, или достигать тех ресурсов, да, которые вам необходимы и обозначены как цель. И, конечно, это время, когда все-таки ваши слова, коммуникация могут приобрести какое-то новое значение. Возможно, вы начнете думать, что и как вы произносите, и найдете какие-то новые способы, чтобы более эффективно выражать свои мысли, свои чувства, свои эмоции, и также использовать, по сути, свои навыки общения для создания более крепких связей со своими близкими. Далее, Телец. У Тельцов ретроградный Юпитер будет находиться в первом доме гороскопа, который представляет самоидентичность, саму личность, внешний вид, да, и, соответственно, он как бы затронет вот эту тему личностного роста, самосовершенствования, развития более глубокого чувства собственного достоинства. То есть этот период, он, по сути, предлагает вам возможность заглянуть именно внутрь себя и оценить, как вы в первую очередь воспринимаете себя, что вы представляете из себя, оценить свои цели, свое позиционирование. И сейчас у вас, по сути, есть шанс, чтобы переосмыслить, кто вы есть на самом деле и что вам нужно для достижения вот этой гармонии с собой. Возможно, вы осознаете, что вот некоторые черты вашего характера либо вашего имиджа больше не соответствуют вашим истинным желаниям, вашему поведению, вашим потребностям.
или там положению в социуме. И вот ретроградный Юпитер, он как бы призывает вас вот к этой саморефлексии и предлагает такую возможность, чтобы освободиться от тех ограничений, которые мешают вам, вашему личностному росту, да, и, собственно, там, гармоничному самочувствию. Возможно, вас как бы ограничивают какие-то вот стереотипы, либо давление окружающих, там, наставления старших, либо какие-то иные ограничения могут присутствовать в вашей жизни. И также это хорошее время, чтобы подумать, а какие изменения в своем внешнем виде или в своем поведении помогут вам лучше выражать себя, ну и, скажем так, создать вот то самое новое позиционирование, новый образ, получить новый статус. И также это подходящий период для работы тоже над своей самооценкой. И вы можете начать осознавать вот свои сильные стороны, принимать себя такими, какие вы есть на самом деле, без лишней самокритики. И вот понимание своей истинной ценности позволит вам как бы развивать вот эту уверенность в себе и открывать новые горизонты в жизни, реализовывать свой потенциал и, по сути, даст вам новую такую мотивацию для достижения своих целей. И кроме того, ретроградный Юпитер, конечно же, может помочь вам восстановить вот те связи с людьми из прошлого, которые играли значительную роль в вашем формировании. То есть, возможно, встреча с какими-то там старыми друзьями, менторами, учителями, которые помогут вам взглянуть на вашу жизнь и на самоценность с другой стороны. И эти встречи могут дать вам новые идеи, новое вдохновение, а также посмотреть на себя чужими глазами и вот лучше себя понимать. И, конечно, не забывайте о важности своего физического состояния, потому что ретроградный Юпитер в первом доме, конечно же, заставит вас пересмотреть свои привычки в отношении здоровья, в отношении своего образа жизни, да, возможно, потому что кто-то из вас там забеременеет, например, и, возможно, вы решите заняться спортом или изменить свой рацион, чтобы, скажем так, просто улучшить свое самочувствие. И это время, когда ваше тело и ваш дух нуждаются вот в гармонии, то есть вы можете найти подходящие для вас практики, которые помогут восстановить вот этот внутренний баланс. Ну и, наконец, этот период тоже может способствовать развитию навыков общения, самовыражения. То есть это отличный период для поиска каких-то новых способов вот этого самовыражения, будь то через там, творчество, какие-то публичные выступления, личные беседы. Да, и, возможно, вот вы ранее там, боялись себя где-то показать, выступить, продемонстрировать. И сейчас у вас будет новый шанс, поэтому обязательно используйте этот период, чтобы укрепить свои связи и поделиться, скажем так, своим внутренним миром с другими людьми. Далее, близнецы. У вас ретроградный Юпитер будет находиться в 12 доме гороскопа, и тут на самом деле вектор внимания смещается в первую очередь на тему духовного уединения, когда нужно немножко отстраниться от вот этой социальной бытовухи, социальной движухи, окунуться внутрь себя и подумать, а кто вы, что вы и как вам двигаться дальше. То есть этот период может стать временем для глубокого самоанализа и вот осмысления именно вашего внутреннего мира. Ретроградный Юпитер в 12 доме вообще предлагает вам возможность такую, чтобы переосмыслить все свои мечты, все свои идеалы, цели. И, возможно, вам захочется обратиться вот к своему внутреннему «я», к своей чуйке, интуиции, осознать свои истинные желания, понять, да, какие из них действительно вам нужны, от каких уже стоит отказаться. И вы можете ощутить потребность вот в тишине, в покое, чтобы более качественно разобраться в своих чувствах и в своих мыслях. Это время, когда стоит отпустить вот шумные компании, активность жизни, да, и сосредоточиться именно на своем внутреннем состоянии. И этот транзит также заставит вас рассмотреть свои тайные страхи, какие-то сомнения, посмотреть им в глаза. И вот вы сможете выявить, значит, что мешает вашему росту
и вот по сути найти вот то самое решение, чтобы как бы освободиться от этого бремени. То есть понимание собственных вот этих ограничений, барьеров поможет вам найти способ как бы по их устранению, работать с ними, потому что ретроградный Юпитер все-таки помогает раскрыть именно внутренние ресурсы, о которых вы, по сути, даже и не подозревали. И также ретроградный Юпитер помогает вам посмотреть на свои привычки, пересмотреть их, посмотреть на свое отношение к здоровью, к собственному благополучию. Да? То есть, возможно, вы тоже захотите внедрить какие-то новые там, методы релакса, медитацию, йоги, занятия, которые способствуют вот, духовному росту и развитию, да? Которые способствуют спокойствию в жизни. И может кто-то начнет на самом деле увлекаться астрологией, психологией, ну, либо как минимум обратиться за консультацией, вот к этим помогающим практикам обратиться за советом. И кроме того, вот это хороший период, чтобы развивать свою интуицию, научиться слышать себя в первую очередь. Это подходящее время для работы с подсознанием, для изучения духовных практик, для ведения личного дневника. То есть вот тут происходит больше погружения именно в свои мысли, в свои чувства, эмоции, которое дает вам, по сути, шанс, чтобы пересмотреть свой внутренний мир, свои убеждения и подходы к этой жизни. То есть это период, когда вы сможете выявить свои вот истинные желания и стать более осознанными в том выборе направлений, да, по которым вы хотите двигаться дальше. И вот, кстати, если вдруг вы вовлечены в какие-то там бюрократические либо судебные разборки, там, в оформление документов, или у вас были, например, ранее проблемы со здоровьем, то, конечно же, вот этот период, он тоже может помочь вам посмотреть на ситуацию с другой стороны и выработать, скажем так, новый метод борьбы вот с этими недугами, либо вот с этими врагами. И еще одна тема, которая будет подниматься во время ретроградного Юпитера, это, конечно же, путешествия, дальние поездки. И с одной стороны, если вы все-таки планировали куда-то ехать, но ранее никак не получалось, конечно же, этот период даст вам шанс осуществить задуманное. С другой стороны, оказавшись в новом месте, вы можете ощущать себя как будто не в своей тарелке. То есть что-то пойдет не по вашему плану, не так, как вы себе мечтали и воображали. И может быть вам как бы увиденное не понравится, и может реальность не оправдает ожидания. И вот как результат вы примете в этом путешествии такую позицию отшельника, да, о которой мы говорили выше. Все, конечно, будет индивидуально, но у каждого свой прогноз. Но давайте перейдем далее к раку. У раков ретроградный Юпитер будет находиться в 11-м доме гороскопа, который у нас отвечает, конечно же, за социальные связи, дружбу, сообщество, какие-то коллективные цели. И этот период на самом деле станет для вас временем пересмотра каких-то ваших социальных отношений, понимания, да, как ваши друзья и единомышленники влияют на вашу жизнь. То есть сейчас у вас, по сути, будет возможность обратить внимание на свои контакты, выяснить, кто из ваших знакомых действительно поддерживает вас в ваших идеях, начинаниях, а кто, возможно, тянет вас вниз, тянет вас назад. И это время, когда вы можете осознать, что некоторые контакты, конечно же, требуют уже переоценки, и отношения с ними лучше завершить. Однако, на самом деле, будьте открыты к новым знакомствам, к новым отношениям, потому что святое место пусто не бывает, да, и новые группы, новые единомышленники однозначно станут для вас отличной поддержкой в достижении своих планов, своих желаний. И, может быть, вы уже получали, по сути, какие-то предложения там, о сотрудничестве. И вот сейчас самое время к ним вернуться. И это период также может стать благоприятным для восстановления каких-то старых дружеских связей. То есть, возможно, вы вновь встретите людей из своего прошлого, с которыми вам было ранее интересно общаться. И такие встречи на самом деле могут оказаться более ценными, так как они позволят вам переосмыслить и, скажем так, усовершенствовать свое понимание о каких-то там либо совместных проектах, либо о каких-то интересах, о развитии каких-то идей, которые вас интересовали ранее. И кроме того, ретроградный Юпитер, конечно же, будет поднимать на поверхность ваши мечты, ваши амбиции. То есть это, опять же, хорошее время для переоценки своих целей, для переоценки своих желаний и
в целом, вот как эти цели, эти желания соотносятся с вашим социальным окружением. То есть задайтесь вопросом, а действительно ли ваши текущие цели отражают именно ваши искренние желания? Или на вас, скажем так, просто давят своим авторитетом и требуют делать то, что вам противно? И если вдруг вы почувствуете, что какие-то ваши хобби, желания, увлечения, мечты были забыты, заброшены, то это, конечно же, подходящий момент, чтобы вернуть их в свою жизнь и вот с помощью этого как бы пересмотреть, опять же, свои планы на будущее. И также стоит обратить свое внимание на свои общественные обязательства и свое, ну, скажем так, активное участие в каких-то там группах, да, и, возможно, вы поймете, что вот некоторые проекты, они требуют вашего времени и энергии больше, чем вы на то рассчитывали. И вот ретроградный Юпитер, опять же, заставит вас, скажем так, сделать паузу и оценить, а какие вот, собственно, из ваших активностей действительно важны, ценны для вас, от каких все-таки активностей стоит отказаться или немножко их реорганизовать, чтобы вам было комфортно. И опять же, вот этот транзит, он способствует тому, чтобы переоценить те методы и источники своих финансовых поступлений, то есть научиться более правильно распоряжаться этими финансовыми поступлениями. И, может быть, у вас ранее даже возникали какие-то новые идеи по дополнительному заработку. И вот, собственно, пора подумать, а как теперь эти идеи реализовать? Возможно, там, как монетизировать свое хобби и так далее. То есть это, опять же, про реализацию и позиционирование в каких-то там социальных сетях или разного рода площадках, когда вы либо меняете свою активность и действуете по-другому, либо говорите себе, ну все, как бы хватит сидеть в тени, я все-таки уже готов заявить о себе, показать себя, показать свой проект. Но однозначно будьте готовы к тому, что все-таки могут возникнуть ситуации, которые потребуют пересмотра вашего подхода, да, либо пересмотра идеи и так далее. Далее, Лев. У львов ретроградный Юпитер, конечно же, будет находиться в 10-м доме гороскопа, который у нас связан с карьерой, общественным статусом, амбициями, репутацией. То есть это время, когда вы на самом деле можете пересмотреть свои профессиональные цели, проанализировать, насколько они соответствуют вашим истинным желаниям и вашим истинным ценностям. То есть сейчас у вас, по сути, появляется такая возможность, чтобы задуматься о своем профессиональном пути. И, возможно, вы как бы осознаете, что вот текущая работа, которая у вас там, например, есть, занятия, или вот ваш статус не приносят вам должного удовлетворения, не приносят должного выхлопа. И пора внести изменения, пора внести какие-то корректировки. И ретроградный Юпитер, он может помочь вам понять, а что именно вам нужно для достижения вот этого истинного успеха и счастья. То есть вы можете пересмотреть свои какие-то профессиональные цели, свои амбиции, обязанности. В целом можете задуматься, какие шаги вам необходимо предпринять, чтобы вот реализовать все свои вот эти идеи, желания и свой потенциал сполна. И этот транзит, он также может привести к переосмыслению вашего общественного имиджа. То есть вы можете начать задаваться вопросом о том, как вас воспринимают окружающие и соответствует ли вот эта ваша репутация тому, кем вы хотите быть. И, возможно, стоит подумать о том, как вы можете улучшить свое восприятие именно в глазах других и выстроить более позитивный имидж и построить создать себе более надежную репутацию. И кроме того, ретроградный Юпитер, конечно же, будет возвращать вас к пересмотру каких-то старых дел, старых проектов, которые ранее вы оставляли без внимания. Возможно, вам стоит вернуться к идеям, которые ранее не были реализованы, и, по сути, дать им второй шанс. То есть это время, когда вы сможете интегрировать старый опыт и старые свои знания в свою текущую профессиональную практику, что, опять же, может привести вас к новым успехам. Однако не забывайте о том, что этот период все-таки может обострить вопросы, которые связаны с лидерством, связаны с ответственностью. То есть вы можете оказаться в ситуации, когда ваши навыки руководства, ваши навыки управления будут подвергнуты какому-то испытанию. И вот эти методы и навыки решения ситуаций,
конечно же, придется менять. Да, и в целом можно сказать, что это хорошее время, чтобы лучше понять свои амбиции и разработать новую стратегию, которая будет помогать вам достигать успеха. И вот, кстати, в том числе тоже не исключено, что вам придется решать какие-то вопросы либо с властью, либо с врагами, с недоброжелателями, чтобы сохранить свой статус, свою репутацию. И тут, конечно, важно проанализировать прошлый опыт и применить вот эти новые методики по борьбе вот с этими, скажем так, авантюрами, конфликтами, чтобы правильно отстаивать свои права и интересы. И главное здесь не торопиться и не рубить с плеча. Хотя это могут быть и вполне какие-то рабочие вопросы, когда кто-то пытается вас немножко подставить, и формируется такой конфликт с коллегами, с сотрудниками, или просто потому что вы много работали, закопались в своей рутине, да, и сейчас, опять же, во время ретроградного Юпитера это время, чтобы сделать паузу и переоценить вот эти сложившиеся ситуации. Далее, Дева. У Дев ретроградный Юпитер будет находиться в 9-м доме гороскопа, который связан у нас с философией, образованием, духовными практиками, путешествиями, расширением своего мировоззрения. То есть это время такого, скажем, глубокого переосмысления своих убеждений, жизненной философии, поиска новых путей к самопознанию, к обучению, либо новых путей к преподаванию. То есть этот транзит, он заставит вас задуматься о том, а в каких идеалах вы находите смысл и как ваши жизненные принципы вообще соотносятся с текущими обстоятельствами, в которых вы пребываете, да. И, возможно, вы начнете пересматривать именно свои ценности, свои подходы к жизни, свои какие-то мировоззренческие установки. То есть Юпитер у нас в ретроградной фазе, он подталкивает вас, чтобы углубиться вот в изучение вопросов, которые ранее оставались, ну, скажем так, на периферии вашего внимания. И это может быть изучение, хорошее время для изучения вот философии, астрологии, каких-то духовных знаний и в целом расширения своего кругозора именно через самообразование. И ретроградный Юпитер в 9-м доме, он, конечно же, также поднимает вопросы, которые связаны с образованием, с долгосрочным обучением. И, возможно, вы задумываетесь о возвращении к учебе, о завершении каких-то старых проектов, о исследовании каких-то новых областей, новых знаний и идей, которые вас привлекают. Но вот ранее, в тот момент, не получили должного развития. И это, опять же, хорошее время для переосмысления своей образовательной траектории, для внесения определенных корректировок в свои планы на будущее. И кроме того, вот этот период, он тоже может пробудить интересы к каким-то далеким путешествиям, либо к другим культурам, хотя это могут быть в том числе и какие-то внутренние путешествия и размышления о духовных, о культурных вопросах. Возможно, вы захотите поискать более такие глубокие смыслы, скрытые за какими-то культурными традициями, либо какими-то религиозными практиками, да, того региона, в котором вы находитесь или планируете поехать. И вот здесь также важно отметить, что ретроградный Юпитер, он может склонить вас к переоценке ваших прошлых поездок, прошлого опыта, полученного вот в разных уголках мира. И по сути это может быть как буквальный опыт путешествий, так и метафорический. И еще одна важная тема этого периода — это, конечно же, наставничество, потому что ретроградный Юпитер, он может активизировать вам встречу с вашими учителями, с вашими учениками, наставниками, либо с вашими духовными проводниками, которые помогут вам пересмотреть какие-то вещи и углубить ваше понимание этого мира и вообще в целом своей жизни в текущий момент. То есть эти встречи на самом деле они могут быть как физическими, когда вы лицом к лицу встречаетесь со своим учителем, да, или на уровне какого-то образования, онлайн-образования, когда вы приобретаете, например, новую книгу своего учителя, либо какие-то иные материалы или онлайн-курсы, которые откроют перед вами вот эти новые знания и новые горизонты.
И также этот транзит способствует пересмотру каких-то юридических и моральных вопросов. То есть, возможно, вам на самом деле придется задуматься о том, насколько вообще ваши действия и решения соответствуют вашему внутреннему кодексу этики. И это время для того, чтобы как бы укрепить свои моральные устои, пересмотреть свои личные законы, по которым вы живете. Но и на самом деле не исключены оформление и переоформление каких-то бумаг, решение вопросов с властью, законом и так далее. Далее весы, и у весов ретроградный Юпитер будет находиться в 8-м доме гороскопа, который у нас связан с трансформацией, кризисами, ресурсами других людей, наследством, психологией, эзотерикой. Да, и, собственно, этот транзит, он, конечно же, предоставляет вам уникальные возможности для таких глубоких внутренних перемен, для пересмотра каких-то ключевых показателей своей жизни, которые касаются как личных, так и чужих ресурсов. Да, и в первую очередь, конечно же, ретроградный Юпитер в 8-м доме побуждает вас пересмотреть свое отношение именно с ресурсами, особенно с теми, которые вы делите с другими людьми. И это может касаться каких-то совместных финансов с партнером, наследства, долгов, страхования. И, конечно же, сейчас будет уместно вернуться вот к тем вопросам, которые требуют пересмотра каких-то финансовых договоренностей. Или, возможно, появится необходимость, скажем так, переоценить текущие ваши инвестиции, если вы куда-то вкладываете деньги. Это время, опять же, для исправления прошлых ошибок, которые связаны с управлением чужими ресурсами. И это хорошее время для поиска более стабильных и выгодных путей использования вот этих средств. Если же вы в партнерстве не состоите, но ранее, например, возникала такая идея, я имею в виду в финансовом партнерстве, то сейчас, конечно же, можно вернуться к этому вопросу и более качественно его проработать. Также не исключено, что некоторые ситуации, какие-то жизненные обстоятельства, например, это могут быть кризисные ситуации, либо какие-то резкие перемены в жизни, которые в том числе могут быть и положительными вполне, и радостными. Вот эти события, они будут поднимать на поверхность именно ваши скрытые страхи и какие-то эмоциональные блоки, которых вы ранее избегали, не хотели осознавать, и, скажем так, прятали в дальний ящик. И могут происходить какие-то трансформационные ситуации, которые меняют ваше сознание, меняют вас как личность и меняют в том числе ваш образ жизни. Хотя у кого-то из весов это может быть вследствие какой-то там внезапно обострившейся болезни. Кто-то из вас может, например, принимать участие в разного рода проверках, да, там из серии налоговой проверки, таможенной проверки, или, может быть, это какая-то проверка других каких-то серьезных, секретных там государственных организаций и структур. И, по сути, ретроградный Юпитер помогает вам заглянуть вглубь своего подсознания и проработать те психологические и эмоциональные вопросы, которые ранее вы могли игнорировать. Да, и поработать с ними более тщательно. Как будто сполна вам придется обнажиться на сеансе психолога, но этим психологом для себя в первую очередь должны стать вы сами, благодаря чему вы, собственно, тоже благодаря этим ситуациям можете углубиться изучением эзотерики, психологии, таро, заняться какими-то другими духовными практиками, которые помогут вам лучше понять свои именно внутренние страхи и трансформировать их в свою силу. Это очень хороший транзит, в том числе и для астрологов-прогнозистов, чтобы копать вглубь ситуации и исследовать какие-то новые направления, изучать какие-то новые темы, новые инструменты, проводить исследования, то есть копать, копать и копать. И, возможно, у вас уже были идеи, да, какие темы надо изучить, раскрыть, проработать. Это касается всего, не только астрологии, да, и сейчас вы можете вернуться вообще к этим вопросам и расставить все точки над «и». И кроме того, это период, когда стоит обратить внимание на вопросы наследства, имущества, которые в том числе могут возникнуть. Возможно, на поверхность выйдут какие-то старые незаконченные дела, связанные тоже с наследственными вопросами, и потребуется, скажем так, дополнительный анализ или завершение этих юридических процессов.
Также 8-й дом у нас связан и с интимной сферой, и выстраиванием более глубокой эмоциональной связи со своим партнером. И ретроградный Юпитер, конечно же, может заставить вас переоценить ваши близкие отношения и задуматься вообще о том, насколько вот глубока и искренняя ваша эмоциональная связь с партнером. Возможно, произойдет какая-то трансформация интимных отношений, возможно, будет кризис и откровенные разговоры, которые вам помогут лучше понять себя и своего партнера. И в этот период тоже может произойти какая-то чистка контактов, то есть придется расставить все точки над «и» в отношениях. Но опять же, это станет следствием того трансформирующего опыта, который вам придется пережить. Но из хорошего, конечно же, стоит отметить, что Юпитер у нас это планета больших денег, и не исключено, что могут появиться какие-то предложения и идеи, возможно, старые, да, которые вы ранее там отвергали, либо которые вы не успели воплотить, но которые в том числе обещают вам денежные поступления, развитие своего бизнеса. Или вот как мы говорили, да, вы исследуете какую-то новую тему, разрабатываете какие-то новые идеи, проекты и на этом зарабатываете. Ну вот, собственно, лично у меня уже есть 3 бизнес-идеи, которые я откладывала, но вот, собственно, в ретроградный Юпитер сейчас попробую их воплотить. Плюс это, конечно же, могут быть деньги от клиентов, которые тоже долго думали, не решались ранее к вам приходить, либо ваш супруг-супруга могут получить какие-то вот дополнительные там новые предложения по заработку, по увеличению своего дохода. Ну и, конечно, не исключено, что вы в том числе можете возвращаться каким-то образом в тему путешествий и поехать куда-то отдохнуть от вот этих суматошных повседневных дел, либо будете возвращаться в тему приобретения движимого, недвижимого имущества, там, обустройства дома и так далее. Далее у нас Скорпион. У Скорпионов ретроградный Юпитер, конечно же, будет находиться в 7-м доме гороскопа, который у нас отвечает за партнерские отношения, брак, деловые союзы, контакты, взаимодействие с другими людьми. И это время, когда вот вопросы, связанные с вашими личными там, и деловыми партнерами, конечно же, выйдут на первый план и потребуют пересмотра и корректировок в выстраивании этих отношений. То есть вам придется пересмотреть ваши взаимоотношения, учитывая именно свои принципы, свои пожелания и дальнейший вектор развития, ну, как вам кажется. И это касается как личных отношений, так и деловых партнерств. И, возможно, вы как раз-таки задумаетесь, насколько гармонично и честно распределены роли в ваших отношениях, как вы взаимодействуете со своим партнером и вообще каким образом можно улучшить это взаимодействие. То есть это время на самом деле для того, чтобы проанализировать, получаете ли вы или ваш партнер взаимное удовлетворение от этих отношений или не получаете. Ну и, скажем так, в целом, что можно тогда сбалансировать, да, и каким образом можно сбалансировать вот интересы обоих сторон. И также этот транзит, он может поднять на поверхность какие-то старые нерешенные вопросы, которые у вас кроются в отношениях, какие-то недоговорки, скажем так. И, например, если в прошлом были какие-то разногласия, которые вот не были окончательно улажены, сейчас они опять же могут всплыть, чтобы вы смогли их проработать и прийти к какому-то новому пониманию друг друга. И ретроградный Юпитер, он, по сути, предоставляет вам возможность пересмотреть вот эти старые модели поведения, которые больше не работают, и заменить их на более зрелые и эффективные способы взаимодействия друг с другом. Деловые партнерства также окажутся под пристальным вниманием. И, возможно, скажем так, это будет время, чтобы пересмотреть условия каких-то контрактов, сотрудничества, чтобы удостовериться, что они выгодны и справедливы для обеих сторон. И если у вас были уже какие-то вот старые партнерские отношения, там, предложения по сотрудничеству, которые когда-то там прекратились, это опять же период станет временем, чтобы их возобновить или их проанализировать, да, то есть стоит их восстанавливать или все-таки нет, да, и все было сделано правильно.
И это также время, когда вам нужно быть особенно внимательным именно в юридических вопросах, особенно которые связаны с партнерскими соглашениями. Хотя, опять же, вот в вашей жизни могут всплывать какие-то, например, старые контакты, которые каким-то образом подсветят вашу текущую реальность, ну и подсветят какие-то идеи, либо принципы, либо ошибки, которых впредь стоит избегать, либо наоборот, которые надо внедрить. Это я про принципы. И находясь в 7-м доме, Юпитер своими аспектами также у нас затронет 11-й, 1-й и 3-й дома гороскопа, заставляя вас пересмотреть и более тщательно подумать на такие темы, как дружба, самовыражение, коммуникация. То есть это значит, что помимо ваших прямых партнерских отношений, важную роль, конечно же, в этот период будут играть ваши друзья, ваши самоощущения и, по сути, то, как вы выстраиваете диалог с окружающими вас людьми. И вы также можете пересмотреть свое окружение и вообще решить, кто действительно поддерживает вас в ваших целях, да, а кто, скажем так, мешает вашему росту. То есть ретроградный Юпитер, он тоже побуждает вас задуматься о том, вот, насколько глубоки и искренни ваши отношения там, с людьми, с друзьями в каких-то группах. И вы можете вот осознать, что какие-то отношения больше не соответствуют вашим внутренним ценностям. Или наоборот, вы можете, скажем так, найти какие-то новые способы, чтобы сделать их более продуктивными и более гармоничными. Ну, поговорить, обсудить, порешать все. И это, опять же, хорошее время для открытых обсуждений и работы над именно улучшением эмоционального фона в отношениях. Это хорошее время, чтобы подумать над своим, опять же, позиционированием, над своим личным брендом, над над своим позиционированием в социальных сетях, да, то есть решить какие-то вот затянувшиеся вопросы, например, там, с обучением, с какими-то курсами, с хобби, да пройти те курсы, углубиться больше в тему, пообщаться с единомышленниками, переварить, скажем так, ранее полученную информацию, да, и отработать ее, либо наоборот, вы захотите вернуться к изучению того хобби или той деятельности, которыми вам хотелось заниматься, но вы откладывали в дальний ящик. Ну и сейчас вот самое время к этому вернуться. Далее у нас Стрелец. И у Стрельцов ретроградный Юпитер будет находиться в 6-м доме гороскопа, который отвечает у нас за работу, здоровье, повседневные обязанности, долги, служение. То есть на эти темы вам надо на самом деле обратить пристальное внимание и поменять свои подходы, поменять свои принципы, изменить свое восприятие, либо вернуться к каким-то незавершенным задачам по этим темам. И этот период заставит вас обратить внимание в том числе на свое физическое и эмоциональное состояние, а также на то, как вы подходите к выполнению своих ежедневных обязанностей и как вы управляете своими ресурсами, своим временем. И ретроградный Юпитер, он будет подталкивать вас, опять же, к переоценке своих привычек, в рабочих процессах, да, он будет подталкивать вас к заботе о своем здоровье. То есть это время, чтобы задуматься, насколько вообще эффективна ваша текущая система работы, какие результаты она вам дает и как она влияет на ваше здоровье и на ваше самочувствие. И, возможно, вы поймете, что вот некоторые показатели вашей рутины, они, опять же, требуют пересмотра, требуют коррекции. То есть, например, вам может казаться, что вы перегружены на работе, вас утомляют какие-то задачи, или вы не уделяете должного внимания своему физическому состоянию. И вот как раз-таки этот транзит, он поможет осознать, а какие все-таки изменения необходимы для улучшения качества своей жизни и как правильно надо выстраивать свой распорядок дня. Он заставит вас пересмотреть свое отношение к здоровью, возможно, пройти обследование, или, скажем так, на постоянной основе внедрить какие-то здоровые привычки в свой рацион. И также ретроградный Юпитер у нас связан с темой службы, с темой помощи другим людям. И вы тоже можете, по сути, пересмотреть свои обязательства либо перед коллегами, либо перед людьми, которым вы оказываете поддержку. И, возможно, вот выполнение каких-то старых обязательств, которые вы выполняли, уже тоже не приносит вам удовлетворения, не приносит радости. И вы осознаете, что пора как бы изменить формат вот этого своего служения. И это может касаться и рабочих отношений, и вашего вклада в какие-то общественные и благотворительные проекты.
Поскольку Юпитер также у нас дает аспекты на 10, 12 и 2 дома вашего гороскопа, это влияние коснется и вашей карьеры, и духовного развития, и финансов. То есть ваша профессиональная сфера, она тоже будет подвержена какому-то переосмыслению, и вы вообще задумываетесь, насколько ваша вот текущая работа соответствует именно вашим внутренним принципам и долгосрочным целям. А какую работу вы вообще хотите иметь, да, а через что вы вообще хотите зарабатывать. И, возможно, вот этот период подскажет вам, как правильно надо скорректировать свой профессиональный курс, чтобы выйти в более удовлетворяющий вас путь, который вот в том числе будет способствовать вашему и внутреннему росту, и вашему внутреннему спокойствию и благополучию. Не исключено, что в этот период вы можете тоже возвращаться в какие-то старые предложения по работе, в какие-то нерешенные задачи по работе и так далее. Однако все-таки надо понимать, что Юпитер у нас все-таки ретроградный, и он вас как бы немножко замедляет на какой-то момент, чтобы подумать, чтобы переосмыслить вот эту действительность, которая вас окружает. И я абсолютно уверена, что до этого момента в вашей жизни присутствовал какой-то там повышенный трудоголизм, много дел, много задач, которые надо делать. И вот аспект ретроградного Юпитера, в том числе на 12-й дом гороскопа, предлагает вам немножко успокоиться, уединиться, расслабиться. То есть, поверьте, ничего серьезного не случится, если вдруг вы будете работать не 24/7, а 16/7, да? И вот как раз-таки вот в это время вам может потребоваться какой-то отдых, перезагрузка, чтобы все-таки восстановить тот баланс между работой, личной жизнью и своим самочувствием. И не исключено, что вы можете поехать куда-то в путешествие, поехать куда-то для перезагрузки. И, конечно, это также хороший период для решения вопросов, которые связаны с долгами, обязанностями, либо с какими-то тайными врагами, с какими-то незавершенными делами, которые могут тянуть вас вниз. Да? И решив вот эти вопросы, вы сможете сосредоточиться в целом-то на более важных показателях своей жизни. И также не исключено, что кто-то из вас может решать вопросы с недвижимостью, да? Например, что-то чинить, либо, например, что-то оформлять в кредит. И оформлять это можно как движимое, так и недвижимое имущество. Либо, например, бороться с какой-то бюрократической системой, оформлять там документы, участвовать в каких-то там судебных, например, процессах и так далее. Далее, Козерог. У Козерогов ретроградный Юпитер будет находиться в 5-м доме гороскопа, который у нас отвечает за творчество, детей, романтические отношения, удовольствие, самовыражение. Да? И, собственно, вот этот период, он будет связан, конечно же, с пересмотром ваших подходов вот именно к этим сферам жизни, предоставляя вам, скажем так, больше времени, чтобы посвятить это время своим истинным желаниям и более глубоко развивать вот свои таланты, да, работать над ними более качественно. Ретроградный Юпитер, он предлагает переоценить вам все свои проекты, как творческие, так и бизнес-проекты, переоценить свои личные увлечения. И, возможно, вы вернетесь к каким-то старым идеям, либо хобби, которые когда-то приносили вам радость, но по каким-то причинам были отложены на второй план. И это, опять же, отличное время для того, чтобы разобраться, а что действительно вас вдохновляет, и чем вы хотите заниматься, как вы хотите масштабировать, собственно, свое детище, свои проекты, если они у вас есть, или как вы можете выразить себя более аутентично. Опять же, будут всплывать вопросы самооценки, вопросы внутренней мотивации, которые выйдут у нас на первый план. И вам предстоит, по сути, осознать, что именно вам приносит радость, что вам приносит вот это чувство удовлетворения в жизни. И, возможно, вам придется вернуться к каким-то там старым идеям по созданию, например, своего проекта, своего детища, да, и еще раз продумать вот какие-то вот нюансы, стратегию масштабирования. Это, опять же, хорошее время, чтобы воплощать идеи, на которые ранее не хватало у вас и сил, и времени. И также 5-й дом у нас это сфера обучения, сфера образования. И кто-то из вас может начать новое обучение, до которого раньше не доходили руки. Да? Кому-то придется подтянуть хвосты, например, и отшлифовать уже полученные знания.
Ретроградный Юпитер, он также может затронуть тему романтических отношений. Это время, по сути, для глубокого анализа текущих отношений, либо пересмотра всех ваших прошлых связей. И вы можете вернуться, например, к старым партнерам, там, вспомнить свои былые чувства, чтобы понять, а почему эти отношения не сложились, и что можно было бы изменить, то есть где вы допустили ошибку, что сделали не так. И, может быть, вот прежние партнеры как раз-таки вам и подсветят те особенности, которые надо взять на заметку, да, чтобы впредь ваши романтические и семейные отношения были более гармоничными. И это, опять же, прекрасная возможность для того, чтобы переосмыслить и свои потребности в любви, и понять, что делает нас по-настоящему счастливыми в этих отношениях. И, возможно, вы также будете склонны к тому, чтобы пересмотреть свои подходы вот к романтике, к проявлению эмоций, к получению какого-то наслаждения и найти вот более новый, правильный способ выражения своих чувств. Также вопросы, связанные с детьми, будут выходить на первый план. Если у вас уже есть дети, то однозначно ретроградный Юпитер, он может заставить вас пересмотреть свои методы воспитания детей, свои методы общения с ребенком. Возможно, вам придется пересмотреть вот опять же какие-то ценности и принципы, которые вы передаете своим детям, каким примером вы для них являетесь. Либо же вам придется вернуться к вопросам, которые ранее были упущены в процессе воспитания. Также ретроградный Юпитер будет склонять вас к переоценке своей системы убеждений и взглядов на жизнь. Возможно, вы задумаетесь о том, что вам необходимо изменить в своих именно мировоззренческих установках, чтобы достичь вот большего личного и духовного роста. И, возможно, кто-то из вас захочет пересмотреть свои цели, свои дружеские связи, свои контакты, свои планы на будущее. И вы опять же можете задуматься о том, а соответствуют ли ваши текущие амбиции вашим истинным желаниям, или же вам стоит пересмотреть свою социальную среду, почистить контакты, чтобы найти поддержку в достижении своих целей. И, наконец, аспект Юпитера на первый дом, конечно же, затронет у нас вопросы самовыражения, личного развития. То есть вы можете задуматься, скажем так, о своей идентичности и о том, как окружающие вас воспринимают. То есть этот транзит, он предоставит вам возможность найти какие-то новые пути для саморазвития, улучшить свою самооценку и выработать более гармоничное отношение к своему собственному «я». Далее, Водолей. У Водолеев ретроградный Юпитер у нас будет находиться в 4-м доме гороскопа, который у нас связан с домом, семьей, нашей внутренней эмоциональной стабильностью, с недвижимостью. И это время, когда вот вопросы, которые связаны с вашим домашним укладом, отношениями с близкими, с внутренними эмоциональными потребностями, конечно же, тоже выйдут на первый план. И во время такого ретроградного движения, да, вы можете ощущать потребность, что необходимо вернуться к каким-то нерешенным семейным вопросам, которые ранее были отложены на задний план. То есть это отличное время для того, чтобы выстроить, скажем так, качественные взаимоотношения со своей семьей, пересмотреть какие-то свои обязанности в домашних делах, оценить, насколько вообще благоприятной является ваша домашняя среда. И, возможно, вам в том числе захочется больше времени проводить дома, создавая уют, создавая комфорт, а также пересмотреть, насколько ваше жилье вообще соответствует вашим настоящим потребностям и соответствует вашим планам на будущее. И ретроградный Юпитер, он также будет побуждать вас к размышлениям о вашем прошлом, о каких-то семейных традициях, которые когда-то присутствовали в вашей жизни. И, возможно, вы пересмотрите свое отношение к корням, к роду, к предкам, к тому, как выстроены вообще ваши отношения в семье сейчас. И это время для анализа того, какие вот ценности, установки на самом деле были заложены в вашем воспитании, что проявлялось в детстве, как это все сейчас влияет на ваше состояние. То есть вы можете вернуться к каким-то старым семейным традициям, либо захотите их пересмотреть, как-то модернизировать. От каких-то традиций, возможно, вам придется уже отказаться. И не исключено, что вам также придется решать,
какие-то вопросы, связанные вот с недвижимостью. То есть вы можете, например, пересмотреть какие-то свои планы на покупку либо продажу жилья, изменить условия договора, найти какой-то другой альтернативный вариант, либо, например, вы можете заняться вопросами благоустройства либо ремонта недвижимости, если вдруг она после покупки, например, стояла у вас какое-то время и ждала своего часа. И опять же, это период, который может натолкнуть вас на размышления о том, а как все-таки улучшить условия своего проживания, как сделать так, чтобы жилье стало более комфортным, более безопасным. И, например, если вы сдаете недвижимость в аренду, то также могут быть какие-то изменения, либо, например, условия договора вас попросят поменять, либо, например, жильцы съедут, либо, например, придется вернуться к каким-то нерешенным вопросам из серии там починки, ремонта, если, например, что-то сломалось, не функционировало должным образом вот вашей недвижимости, да. И, кроме того, ретроградный Юпитер в 4-м доме, конечно же, направляет вас к пересмотру именно внутренней эмоциональной опоры, своего комфорта, психики. То есть вы можете осознать, что для обретения, например, там, внутреннего покоя нужно отказаться от каких-то привычек, либо от каких-то убеждений, которые вот сейчас, по сути, вам только вредят. И это, опять же, время, когда вы можете, скажем так, углубиться в работу над своим эмоциональным состоянием, то есть проанализировать свои какие-то глубинные потребности и вообще понять, а что действительно вам приносит вот это чувство безопасности, удовлетворения от жизни. И, возможно, вы захотите обратиться, например, даже к психологу за помощью. Также 4-й дом — это дом матери, да, и, возможно, вам придется решать какие-то вопросы, которые связаны с ее там самочувствием, либо вам придется оказать финансовую поддержку своей матери. Возможно, вы также будете вот вовлечены в какие-то там темы наследства, либо вопросы, которые связаны с долгами, кредитами, либо какими-то финансовыми обязательствами, которые потребуют, опять же, пересмотра и там дополнительного анализа, на которые придется посмотреть с другой стороны, да, закрытие вот этих долгов, либо наоборот, вот вы решите взять кредит, если ранее, например, на него не решались. И не исключено, что вы также можете задуматься в том числе о своей профессиональной деятельности и как вот ваша профессиональная деятельность соотносится с вашими личными и семейными потребностями. Кто-то, например, захочет изменить условия труда, кто-то может изменить свой статус, свою должность. У кого-то, например, могут быть изменения статуса в более глобальном и социальном смысле. Например, когда вот вам ранее предложили выйти замуж, вы думали, и тут бац, наконец-то надумали. Либо, например, когда вы переезжаете в другую страну, меняете место своего жительства, делаете вот переоформление каких-то документов, да, но как бы на самом деле не бойтесь немножко притормозить, уйти в затишье, поработать со своими страхами, поработать со своими вот переживаниями, качественно оценить вот эти принципы и ценности, вообще вам надо или не надо идти во все это. Да, и вот, возможно, кто-то решит даже специально уехать на время, чтобы отдохнуть, как-то перегрузиться. Либо кто-то, наоборот, может вернуться на родину, чтобы вот решать какие-то вопросы с недвижимостью, с матерью, с наследством и так далее. То есть у каждого будет своя история. Далее, рыбы. У рыб ретроградный Юпитер будет находиться в 3-м доме гороскопа, который у нас связан с коммуникациями, младшими родственниками, учебой, короткими поездками и также саморазвитием через какие-то вот личные усилия. И, конечно, в этот период необходимо пересмотреть вопросы, которые связаны с общением, с обучением, новым каким-то навыкам, а также подумать над своими отношениями с ближайшим окружением. То есть обязательно вообще пересмотрите свое общение и взаимодействие с другими людьми. Подумайте над тем, как вы вообще выражаете свои мысли, свои идеи, насколько эффективно вы доносите свои взгляды до окружающих людей. То есть ретроградный Юпитер на самом деле даст вам возможность, чтобы углубиться вот в изучение каких-то новых методов общения, улучшить навыки переговоров, найти новые способы выражения себя. Этот период, он также может заставить вас как бы вернуться к темам обучения и самообразования. И, возможно, вы
ну, как-то по-другому посмотрите на свои учебные процессы, решите вернуться к тем проектам, которые когда-то забросили. То есть на самом деле ретроградный Юпитер, он будет возвращать вас к знаниям, которые ранее были упущены, да, и заставит, ну, пересмотреть их, перечитать еще раз вот этот материал, углубиться в эту информацию, чтобы отработать ее более качественно. И это отличное время для того, чтобы заняться самообразованием, освоить какие-то новые техники или даже пересмотреть ранее полученные знания вот с нового ракурса. Возможно, вам захочется посетить какой-то мастер-класс, либо нетворкинг, который вы тоже хотели ранее посетить, но вот у вас как бы не доходили руки. И, возможно, с помощью вот новых знаний вы сможете закрыть дыры в своей профессиональной деятельности. То есть обязательно пересмотрите и проанализируйте вот эту полученную информацию за последнее время, но уже с нового ракурса, с нового угла. И вполне возможно, может быть, вы у меня в школе тоже обучались, поэтому еще раз пересмотрите приобретенные курсы, и я уверена, что вы услышите там что-то новое, то, на что ранее не обращали свое внимание. Это касается и документов, да, то есть, может, вы думали над тем, там, подаваться ли на визу или оформлять какие-то там другие документы, типа купли-продажи чего-то. И вот сейчас самое время тоже вернуться к этому вопросу. Опять же, короткие поездки, переезды, вопросы, которые у нас связаны с перемещением, они тоже могут оказаться актуальными. И Юпитер, будучи ретроградный, конечно же, заставит вас подумать и задуматься вообще о том, куда и зачем вы направляетесь. И, возможно, вам придется пересмотреть вот свои планы, свои поездки, те командировки, либо вы захотите вернуться в те места, которые вообще играли важную роль в вашем прошлом, в вашей жизни. И поездки, которые вот состоятся в этот период, они, по сути, могут дать вам не только внешние какие-то изменения, но и внутреннее переосмысление, новые смыслы. Или вот как вариант, вы, например, возвращаетесь с какой-то поездки и такие воодушевленные идете изучать новый иностранный язык, который уже хотели ранее изучать, но руки так и не доходили. То есть это я вот вам к примеру привожу. Также третий дом — это у нас еще сфера СМИ, сфера социальных сетей, да, и, возможно, вы сейчас подумаете над тем, как вам стоит проявляться вот в этих направлениях, или, возможно, там вы захотите принять участие в каком-то там подкасте, снять видео и так далее. И вот в целом, да, этот период, он заставит вас пересмотреть свои принципы и подходы, например, в ведении личного блога. Также у вас будут подниматься вопросы, которые связаны с вашими младшими родственниками, братьями, сестрами, соседями. И, возможно, вам тоже придется как бы пересмотреть ваши отношения с ними, скажем так, наладить контакт, восстановить старые связи, либо, например, помочь советом, помочь делом в какой-то ситуации. Или вы, наоборот, подумаете, что, например, вас как-то используют и будете более жестко выставлять личные границы. То есть будет подниматься, скажем так, более активная тема дружбы и тема отношений в социальных кругах. И ретроградный Юпитер, он, конечно же, заставит вас пересмотреть отношения со своими партнерами, с какими-то другими людьми, будь то личные либо деловые отношения. То есть он будет склонять вас к тому, чтобы переосмыслить свои взгляды на жизнь, переосмыслить свои принципы и, возможно, даже религиозные убеждения. И, конечно, это тоже хороший период, чтобы подумать на тему предпринимательства, каких-то дополнительных заработков, вернуться к тем идеям, которые помогут вам масштабировать ваши доходы, либо получить, например, повышение, либо иные бонусы на своем рабочем месте. Друзья, таким у нас с вами получился разбор про период ретроградного Юпитера. Обязательно подписывайтесь на канал и приходите ко мне на обучающие программы, чтобы овладеть новыми знаниями по астрологии. Тем более, что ретро-Юпитер к этому склоняет. Вся информация размещена по ссылкам в описании под этим видео. Буду очень рада видеть вас на обучении. А с вами была Саша Ващилко, и до новых встреч!